Мы делим эмоции на негативные и положительные. А почему мы это делаем? Даже если мы считаем, что без них нельзя, все равно мы считаем их отрицательными. Мы сделали то, что мы считаем нехорошим. Мы испытали чувства, за которые нам стыдно. Не просто стыдно рассказывать другим, а мы сами пытаемся эти чувства не вспоминать. Или наоборот, начинаем выпячивать эти эмоции, гордиться ими. Почему наше поведение такое странное? Что делает эмоции негативными? Мы можем часто испытывать злорадство, зависть, гнев. Для себя мы знаем, что это плохо. Но вслух мы будем оправдывать себя. А потом вновь и вновь повторять свое поведение, чтобы испытать те же эмоции. Почему-то кто-то в результате ударяется в религию, пытаясь исправиться, а другие продолжают также поступать и испытывать негативные эмоции. Общее мнение, что у первых проснулась совесть. Их возводят в ранг святых. О них говорят с уважением, но не пытаются повторять. А если я скажу, что к совести это не имеет никакого отношения? Что эти люди избегают от боли, которую они испытывают? Они не святые, они трусливые. Я вас зацепил? Наговорил такого, с чем вы категорически не согласны? Я специально использовал провокационные фразы. Но после того, как я объяснил всю логическую цепочку, возможно, вы со мной согласитесь. А может быть и нет. Каждый имеет право на свою точку зрения. Это канал «Аппаратная психотерапия Аудиокатарсис», и я ее автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов. Вот уже четверть века я занимаюсь проблемой математической модели нервной системы. И на этом канале я знакомлю вас с практическим применением этой модели. Каким образом принципы работы нервной системы влияют на наше поведение, на наши социальные институты, на нашу историю и цивилизацию. Так почему эмоции делятся на положительные и отрицательные? Что такое вообще эмоции? По нашим нервам протекает только электрический ток. И больше ничего. Ток может протекать по путям с высоким сопротивлением или низким. Поэтому его может доходить до мозга много или мало. Нервная система может работать с большей эффективностью или меньшей. Единственной опасностью для электрической нервной системы является обесточивание. Не будет электроэнергии, не будет работать мозг, являющийся самым совершенным электрическим прибором. Поэтому должна быть система мониторинга количества электрического тока, поступающего в мозг. Функцию слежения выполняет эмоциональная сфера. Эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Чем больше энергообмен, тем с большей многозадачностью справляется наша нервная система. Тем мы энергичнее, бодрее, счастливее. При минимальном энергопотреблении нервная система тратит электричество только на себя. Организм в это время находится в апатии и перебирает варианты суицидальных мыслей. Как самоорганизующаяся электрическая модель, нервная система делает все возможное, чтобы не допустить своей смерти, не допустить обесточивания. Она заставляет подключаться дополнительные источники энергии. Какие? Единственным генератором электричества в нашем организме являются рецепторы. Эти многочисленные структуры способны преобразовывать в электрическую все виды энергии, их окружающие. Мы используем окружающий мир на полную катушку. Мы способны воспользоваться энергией солнца, земли, воды, воздуха. Нет ни одного вида энергии, который бы наши рецепторы не смогли бы преобразовать в электричество. Запас этой энергии неисчерпаем. Но в результате перенесенных заболеваний, травм изменяются пути прохождения нервных импульсов по нервным волокнам. Это ведет к увеличению электрического сопротивления нервных путей. И энергии внешнего мира становится недостаточно. Тогда мозг увеличивает поток энергии за счет изменения состояния нашего организма. Но выраженное изменение физического и химического состояния организма мы воспринимаем как дискомфорт, как боль. То есть, чтобы работала наша нервная система, существует всего два источника энергии. Основной окружающий мир, при его недостатке – боль. Боль – малоэффективный источник энергии. Ведь для того, чтобы изменилось физико-химическое состояние нашего организма, мы должны приложить к этому энергию. Чтобы воспользоваться аккумулятором, его нужно зарядить. Необходимости подключения энергии боли всегда предшествует снижение энергообмена. Дефицит энергии. Мало того, после каждого использования боли как источника энергии возникает потребность в подзарядке. Дефицит энергии увеличивается. В мозг поступает еще меньше электрического тока. Мы это ощущаем как утомление, истощение, выгорание. Эмоциональный уровень снижается. Пока объем энергии, полученной от внешнего мира, превалирует, мы можем испытывать дискомфорт, боль, последующую усталость. Но это не будет
уровень негативных эмоций. Негативными эмоциями становятся тогда, когда мы замечаем дискомфорт. Не можем не замечать. Отношение энергии боли к энергии окружающего мира сильно нарастает. Мы начинаем сжигать себя. Дефицит энергии, обесточивание нервной системы нарастает. Эмоциональный уровень сначала снижается до раздражения, затем стремится к глубокой депрессии. Отличие между раздражительностью и депрессией есть. На уровне раздражения человек разрушает окружающий мир, чтобы получить дополнительную энергию от него. При депрессии сил на разрушение окружающего мира не остается. И человек начинает разрушать себя. Процесс увеличения дефицита энергии идет по нарастающей. Усталость и болезни увеличиваются как снежный ком. Таким образом, негативные эмоции – это эмоции, сопровождающиеся физическим дискомфортом и последующим истощением. Теперь рассмотрим вопрос. А как справляться с негативными эмоциями? Советы «думай о хорошем, поступай правильно», данные вам психологами, священниками, философами, не сработают. Работать над собой способны только люди, уже почувствующие дискомфорт, но у которых еще есть энергия для изменения. Все остальные либо не будут замечать негатива, либо будут не способны с ним бороться. Почему призывы стремиться к положительным эмоциям, так называемое позитивное мышление, не работоспособны? Эмоции человека зависят от того, сколько электроэнергии доходит до мозга. Чем больше рефлекторных комплексов, то, что мы называем своим опытом, своими знаниями, энергоснабжаются за счет боли, тем ниже средний эмоциональный тон человека. Наши мысли определяются нашими эмоциями, а не наоборот. Надеюсь, что высказанная в начале мысль, что люди, ведущие правильный образ жизни и мысли, не допускающие негативных эмоций, это люди, избегающие сильной физической боли, не покажется вам уже такой крамольной. А что же делать? Как избавиться от дефицита энергии нервной системы и связанные с ними негативными эмоциями? Как это сделать самому, я подробно рассказываю в ролике «Формула успеха». Это длинный ролик. И я не хочу повторяться и занимать ваше время. Вы в любой момент можете посмотреть его по ссылке в описании. Я хочу сейчас помочь людям, у которых уже не осталось энергии для того, чтобы измениться самостоятельно. Тем, у кого негативные эмоции занимают большую часть дня. Безразлично, о какой эмоции идет речь. Ярость, гнев, ненависть, беспокойство, тревожность, горе, страх, ужас, тоска, апатия, суицидальные мысли. Помочь вам можно. Большинство моих зрителей живут в таком диком дефиците энергии, что они могут сесть. Но сесть и подумать для них невероятно сложно. Нет для этого сил. Работа мозга требует колоссального количества электроэнергии, которой нет. А так хочется быть счастливым. Так хочется лежать на диване и становиться счастливее и энергичнее. Избавляться от негативных эмоций. Это возможно. Около 20 лет назад был создан физиотерапевтический метод аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Исходной целью для создания этого метода было восстановление максимальной проводимости нервных путей за счет снижения их электрического сопротивления. Как следствие, увеличится поступление электроэнергии в мозг. Энергии окружающего мира становится достаточно. Энергия боли становится не нужна. И механизм развития дефицита энергии начинает раскручиваться в обратном направлении. Клинически это проявляется уменьшением физического дискомфорта, боли, улучшением настроения, увеличением работоспособности. Проводятся сеансы аппаратной психотерапии очень просто. Вы надеваете наушники и продолжаете заниматься своими делами. Все остальное аппаратная психотерапия делает сама. Вы просто замечаете, что сначала ваша работоспособность увеличилась. Следом идет улучшение настроения. Время терапии индивидуально. Человек исходно энергичный, который устал, выгорел совсем недавно, справится за 10-15 часов сеансов. Если же вы находитесь в глубочайшей депрессии, то выход в нормальное состояние может занять 200, 300, 400 часов. Плюс в том, что вы не тратите на сеансы специальное время. Вы делаете это, между прочим, занимаясь своими обычными делами. Для того, чтобы вы составили свое мнение о методе, первые 5 суток после регистрации на сайте вам даются бесплатно. Пройдете вы за это время 1 час или 100 часов, решаете только вы. После этого вы делаете выбор. Проводить сеанс аппаратной психотерапии, аудиокатарсис, или искать свой путь к счастью. Я просто хочу, чтобы вы были счастливы большую часть своей жизни. А как, решать вам. Хочу предупредить еще об одном неприятном моменте. Я уже говорил, что наши эмоции – это величина на графике энергопотребления нервной системы. Если вы находитесь в глубокой апатии, то пройти путь до радости вы не сможете, не побывав в страхе, беспокойстве, тревоге, гневе, ярости. Вам будет казаться, что вам стало хуже. Ведь вы просто были апатичны, у вас не было сил, но вы были спокойны. А стали испытывать страх, тревожность. На самом деле это положительная динамика.
При том, что вы стали испытывать ярко выраженные негативные эмоции. Не нужно хвататься за транквилизаторы или антидепрессанты. Они только удлинят вашу терапию. Путь до счастья у разных людей может отличаться скоростью прохождения негативных эмоций, но не направлением этого движения. Проводите сеансы аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Верните в свою жизнь счастье, энергичность, спокойствие, уверенность в себе. Будьте здоровы и счастливы.